Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». А в сегодняшнем своем видеоуроке я хотела бы еще раз затронуть школьную тематику и сделать небольшие заколочки, клик-клак, которые просто необходимы юной школьнице будут в учебном процессе, дабы подобрать челочку, которая тогда не сможет нам помешать заниматься чистописанием и другими важными школьными заданиями. Какие должны быть к этой заколке, какие требования мы предъявляем? Она должна быть легкая, небольшая и может даже она убираться спокойно там под шапочку осенью, да, если это осень. Я предлагаю вашему вниманию вот такие вот заколочки, бантики, оригинальные в школьной черно-белой гамме. Бантик в клеточку, цветочек канзаши посерединке, и также здесь участвует такая вот тонкая атласная черная ленточка шириной 6 мм. Эти заколки прекрасно могут сочетаться и с резиночками, тоже в клеточку, которые я уже показывала, как сделать в своих предыдущих мастер-классах. И вообще, мне кажется, это очень классно, когда у девочки под школьную форму подобраны все аксессуары в едином цвете, может быть, где-то повторяется принт в сарафанчике в школьном, и делает маленькую школьницу очень элегантной. Потому как наши маленькие школьницы – это, конечно, в будущем женщины, которые должны привыкать быть все время убранными, красивыми, опрятными и индивидуальными. Если вы сделаете такие украшения своими руками, они, естественно, будут эксклюзивные, в единственном экземпляре, и ваша школьница будет красоваться и будет ходить в школу с хорошим настроением. Итак, друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь в соцсетях этими заколочками, если они вам понравятся, со своими друзьями, а я начинаю наш видеоурок. Итак, друзья, для сегодняшней школьной заколочки клик-клак нам понадобятся узкие ленты разной ширины. Основная ленточка – это вот такая школьная лента в клетку. Ширина такой ленты 15 мм. Нам понадобится два отрезка длиной 13,5 см каждый. Для цветочков посерединке нам понадобится 7 лепестков. Из ленты шириной 2 см, атласная лента, а длиной каждый лепесточек будет 8 см. Также нам понадобится два кружочка из фетра. Вот обвела по 5-рублевой монетке, и диаметр 2,5 см составляет. Сама заколочка клик-клак, а также для маленького декоративного бантика взяла тонкую атласную ленту черного цвета шириной всего лишь 6 мм. Кроме этого нам понадобятся, естественно, ножницы, пинцет и зажигалка. Как мы делаем лепесточки канзаши? Мы берем наш отрезочек, складываем его пополам. Правый краешек мы должны утопить вниз. Спаять слои ленточки с одной стороны при помощи зажигалки. Вот почти уже, собственно, и готов наш лепесточек. Здесь мы делаем острый краешек, тоже нашу складочку приплавляем огнем, прижимаем пальчиками. Получается вот такой объемный лепесточек для нашего цветка. Лишнее мы срезаем наискосок, чтобы сделать его более плоским. Место среза обязательно оплавляем зажигалкой, чтобы оно у нас чтобы лента не полезла.
Вот такой вот лепесточек должен получиться. На цветочек таких лепестков я сделала 7 штук. Теперь мне нужно собрать их на ниточку. Расправляем лепестки нашего цветочка. И займемся серединкой для нашего цветка. Мы берем черную ленточку, оплавляем край и делаем, завязываем на ней узелочки, которые прилегают друг к дружке плотненько, без зазоров. Можно этот цветок украсить серединку стразой, тоже будет хорошо, но мне захотелось в этот раз такие заколочки полностью из ткани и без блеска. Где-то 5-6 узелков нам понадобится завязать на этом отрезке, чтобы изобразить такую вот серединку небольшую нашего цветка. Теперь сворачиваем нашу сердцевинку, фиксируем на капельку клея. Берегите пальчики, можно помогать себе пинцетом, чтобы не обжечься о термоклей.
Серединка у нас получилась. И приклеиваем ее к цветочку. И теперь займемся самим бантиком. Для этого нам понадобится тоже иголочка с ниткой и 2 отрезка ленты в плеточку. Берем один отрезок ленты и делаем на нем 2 одинаковых петельки. Вот таким вот образом. Теперь мы их немножечко разворачиваем такой птичкой и сшиваем все слои ленточки, собираем на нить, точнее, одну сторону нашего бантика, захватывая все слои ленты. Буквально несколько стежков стягиваем и закрепляем нитку. Также поступаем и со вторым отрезком. Склеиваем между собой бантик при помощи термоклея. Далее мы украшаем наш основной бантик маленьким бантиком из тонкой атласной ленты. И устанавливаем в серединку бантика наш цветочек. И теперь осталось установить наше украшение на обычную заколку клик-клак. Для этого мы подготовили 2 кружочка из фетра, в одном из которых мы должны сделать небольшой надрез. Это вот в этой области. Чтобы продеть вот эту среднюю часть заколочки. Так вот это выглядит. Остальную часть мы фиксируем на термоклей. Второй кружок мы приклеиваем на сам бантик хорошенько.
И затем склеиваем между собой 2 кружочка. А вот такие вот милые, небольшие совсем заколочки, чтобы прибрать челку, лишние волосики убрать со лба. Очень хорошо подойдут они для школы, под шапочку можно их надевать. Они небольшого объема. Длина самого бантика у нас 5,5 сантиметров. Делайте, творите, носите на здоровье. Если вам понравилось мое видео, буду рада лайкам, новым подпискам, творческому общению. Приходите на мой канал «Красота в деталях». Подписывайтесь, а я с вами прощаюсь до новых творческих встреч. Пока-пока.